Атакован объект США. Риск прямого столкновения резко растет. Штаты начали внезапную переброску авиации в регион. Возможность глобального конфликта нарастает. Россия идет на помощь бункерному коллеге из Ирана. Ратифицировано стратегическое военное соглашение. Тревожное заявление из Кремля. Взрыв завода в Китае, дроны или несчастный случай полыхает там, где раньше было тихо и спокойно. Крупнейшая в истории операция ФБР. Задержан крайне опасный преступник. Это могло изменить ход истории Америки. В Латвии русских все меньше. Внезапный разворот и громкие задержания. Кого и зачем Финляндия отдает в лапы ФСБ. Трагедия в Индии с туристами, а также жесткое заявление Макрона про Трампа. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ближний Восток на грани. Иран и Израиль уже 4-е сутки обмениваются масштабными ударами, и все указывает на то, что это только начало. Ночью Тель-Авив, Хайфа и центр Израиля вновь были накрыты ракетами. По предварительным данным, не менее 8 погибших, десятки раненых. Иран выпустил более 350 ракет, включая гиперзвуковые, точечные, а железный купол еле справляется, эффективность перехвата падает. Всего за 3 дня ракетных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. Кроме этого, Иран атаковал объект США. Риск прямого столкновения растет. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби сообщает, что при ночных обстрелах немного пострадало здание консульства США в Тель-Авиве. В сети тем временем появились эффектные кадры иранской ракетной атаки по Израилю, снятые с самолетов ОАЭ. Тревожный сигнал для Ирана тоже уже в небе. США перебрасывают свои самолеты-заправщики через Атлантический океан в беспрецедентном массовом масштабе, пишут СМИ. То есть Штаты скоро могут подключиться к израильским атакам по инфраструктуре режима Аятолл. Израиль в ответ бьет по ядерным, военным и нефтяным объектам в Иране, включая Натанс. Цахал уничтожил треть пусковых ракетных установок, которые есть в распоряжении иранской армии, а также жестко бьет по ядерной программе. Появились спутниковые снимки разрушений на ключевых объектах в Натанзе и Исфахане, включая центры обогащения урана и хранилища. Без электричества центрифуги останавливаются, значит, задача Израиля выполнена, и Иран временно не может производить уран для ядерной бомбы. Нетаньяху накануне заявил о ликвидации шефа разведки корпуса стражей исламской революции и его заместителя. Это не просто удар по амбициям Тегерана, а тревожнейший сигнал для всего мира. Игра с ядерным огнем идет на грани. Иран отказывается от переговоров насчет прекращения огня с Израилем, пока тот обстреливает иранскую территорию. Иран, похоже, начал искать спасение уже хоть где-то, цепляясь за любую веточку, и неожиданно ратифицировал стратегическое соглашение с Россией. Но в Москве без восторга. Момент выбран сомнительный. Тегеран втянут в открытую войну, а союз с ним грозит стать обузой. Да и вообще никого спасать там не хотят. Хоть и друзья вроде как. На фоне международной изоляции Ирану просто некуда деваться. И он внезапно вспомнил о партнерстве, которое раньше игнорировал. Теперь Кремль в ловушке. Не хочется, но и отказываться неправильно. Для всех нас это очень хороший урок, говорят в Кремле дрожащим голосом. Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать посреднические услуги. В этом плане готовность и желание России остаются. И при необходимости все это может быть не реализовано. Мировые рынки растут. G7 собирается на экстренное заседание в Канаде. Трамп на полях саммита проведет встречу с Зеленским, сообщает Белый дом. Нефть тем временем уже стремится к $100 за баррель. Это пока прогнозы, но все стремительно растет. Европа в панике. Обсуждаются срочные меры по энергетике и обороне. Над Ормузским проливом сгущаются тучи. Его закрытие может обрушить все рынки. Небо над Ближним Востоком почти полностью закрыто. Страны ЕС эвакуируют граждан. Великобритания советует покинуть регион. Это уже не локальный конфликт, это угроза всему миру. Бункерный. Это обидное прозвище может теперь закрепиться не только за Путиным. Аятолла Али Хаминеи переехал в подземное укрытие после начала операции Цахала. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По данным Times of Israel, лидера Исламской Республики вместе с семьей перевезли в укрытие в районе Элавизан на северо-востоке Тегерана еще в ночь на 13 июня. Да-да, местоположение известно. В этом же бункере Хаминеи уже скрывался во время ракетных атак в апреле и октябре 2024 года. Израиль сознательно
не ликвидирует Хаминеи, предоставив ему последний шанс полностью отказаться от иранской программы по обогащению урана, подчеркивается в публикации СМИ. Ранее Дональд Трамп также заявил, что запретил Тель-Авиву ликвидировать Аятоллу. В Тегеране, к слову, слышны не только взрывы. В столице Ирана все чаще разносятся крики с антиправительственными призывами. По ночным улицам разносились лозунги «Смерть диктатору, смерть Хаминеи», передает израильский 9 канал. С призывами о восстании ранее к иранскому народу обратились премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и сын последнего шаха Ирана. В интервью Fox News Реза Пехлеви заявил, что свержение режима – вопрос лишь времени. Режим в 10 раз слабее, чем он был 3 дня назад. Реза Пехлеви отметил не переговоры с режимом, которому нельзя верить, а поддержка иранского народа в стремлении освободиться от диктатуры. Вот на чем следует сконцентрироваться международному сообществу. Устранение исламистского режима позволит устранить региональные проблемы, которые он создавал 45 лет. Как думаете, получится? Будем следить вместе на каналах Нехта. Обязательно подписывайтесь. В Китае полыхает там, где всегда было тихо. Утром на пиротехнической фабрике в провинции Хунань прогремел мощный взрыв. Пострадали 9 человек, еще 2 пропали без вести. Это не просто случайность. Взрывы на стратегических производствах в Китае редкость. И каждый такой инцидент теперь вызывает вопросы. Дроны, саботаж или начало чего-то большего. Власти молчат, а в воздухе запах пороха и тревоги. 2 суток настоящей охоты увенчались успехом. В Миннесоте задержали подозреваемого в атаке на политиков-демократов Венса Болтера. Он подозревается в убийстве Мелиссы Гортман, лидера демократов Палаты представителей штата, и ее мужа. В полицейской спецоперации участвовали сотни сотрудников из 20 спецподразделений. Задержание сопровождалось привлечением дронов, вертолетов и приборов ночного видения. ФБР называет это крупнейшей охотой в истории штата Миннесота. Жители Миннесоты продолжают нести цветы к импровизированному мемориалу. Мы либо уже перешли черту, либо находимся так близко к ней, что обязательно ее перейдем. Но мы верим. Люди вместе, хорошие люди этой страны смогут либо вернуть нас обратно, либо не дать нам упасть за край. Следствие пока не установило, действовал ли Болтер в одиночку. Это реальная угроза демократам на фоне роста политического насилия в США. Если подтвердится связь Болтера с какими-то экстремистскими группировками, это будет сигнал всем. Охота на политиков становится реальностью, как в Мексике, Гаити или Эквадоре. И система пока реагирует слабо. Мы живем в стране, где вспышки насилия становятся реальностью, и такое не должно быть нормой. Это не способ решения политических разногласий. Сейчас время, чтобы вновь подтвердить верность основным ценностям нашей великой державы. Также Болтеру приписывают покушение на сенатора штата и тоже демократа Джона Гофмана и его жену. Супруги находятся в госпитале после множественных ранений. Очень дорогая авантюра помощи Москве в войне с Украиной обернулась для Пхеньяна большими, а может быть даже историческими для страны потерями. Следует из сообщения британской военной разведки. Участие в Курской операции не было легкой прогулкой и стоило режиму Ким Чен Ына более половины 11-тысячного контингента. Силы КНДР с высокой долей вероятности понесли более 6 тысяч потерь в ходе наступательных действий против украинских войск в российской Курской области. Если целью было получение боевого опыта, то это был, очень дорогой экспириенс. Макрон говорит «нет». Президент Франции отверг предложение Трампа. Речь идет о возможной помощи Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном. Я не верю, что страна, которая сейчас ведет интенсивный конфликт и уже несколько лет подряд не соблюдает устав ООН, может быть посредником. В заочный спор с президентом США Макрон вступил во время визита в Гренландию. Оттуда французский лидер отправился в Канаду, где встретится с Дональдом Трампом в рамках саммита Большой Семерки. Раньше такого не было, или было лишь в кино. Теперь и в реальности впервые в истории Ми-6 возглавит женщина. Как сообщила пресс-служба британского правительства, 47-летняя Блейз Метровелли сменит Ричарда Мура этой осенью. Метровелли пришла в разведку в 99-м, еще студенткой. В последнее время она занимала должность главы технологического департамента Q. До этого ряд руководящих постов в контрразведке Ми-5. Я буду рада продолжить эту работу бок о бок с отважными сотрудниками и агентами Ми-6 и многими нашими зарубежными партнерами. Пресс-служба правительства Великобритании цитирует также слова премьера.
Историческое назначение Блейс Митревели происходит в момент, когда работа наших разведывательных служб как никогда важна. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами в беспрецедентном масштабе, будь то агрессоры, посылающие свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры нацелены на подрыв наших общественных служб. А министр иностранных дел Великобритании добавил, что правительство выделяет разведке дополнительные 600 миллионов фунтов. В Латвии задержали депутата Сейма Алексея Росликова после слов «нас больше» и «русский язык наш язык» и оскорбительного жеста в зале парламента. Нас больше и русский язык наш язык. Вот! Против него в итоге возбудили уголовное дело, подозревают в помощи стране-агрессору России и разжигании национальной вражды. Росликов был отпущен под подписку о невыезде после задержания в видеообращении. Он сообщил, что обыск прошел не только в его квартире, но и в доме родителей. В Венгрии новый всплеск антиукраинской истерии и нелепости вкупе с несуразностью. Уже не знают, что и придумать. Советница премьер-министра Орбана Александра Сент-Кираи выпустила ролик, в котором пугает вступлением Украины в ЕС. И не придумала ничего лучше, чем связать это с якобы торговлей людьми, органами и наркотиками. Для наглядности она положила в багажник связанного мужчину. Как выяснилось, это сотрудник офиса премьера. Оппозиция в шоке. Депутат Геленчар подает заявление в полицию за фейк и провокацию. Сама Сент-Кираи, бывшая пресс-секретарь Орбана и экс-кандидат в мэры Будапешта. Страшная катастрофа в Индии. Там внезапно обрушился мост, на котором были десятки туристов. Есть погибшие. В штате Махараштра рухнул мост через реку Индраяни. По данным AP, погибло как минимум 4 человека, включая 5-летнего ребенка. Более 50 человек пострадали, десятки в больницах. Часть людей упала в реку и пропала. Операция продолжается. Мост был аварийным и сильно перегружен. Финляндия отказывает в убежище активисту, за которым охотится ФСБ. Артур Анкалайнен, участник организации «За независимость Карелии» и финно-угорское сопротивление на родине, признанных террористами. В России ему грозят допросы, пытки и многолетний срок. Но миграционная служба Финляндии сочла угрозы недоказанными и отвергла просьбу о защите. Нас, кто открыто борется с режимом, Финляндия готова отправить прямо в руки ФСБ, говорит Артур. Это уже не первый такой случай. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.